Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал. Вы на Мальфаровой свече, и с вами Каролина. И сейчас мы сделаем, как обычно, нашу чистку, отливку. Вот такие свечи выбрала, натуральный воск. Да, давайте, мои хорошие, лавандовые свечи. Ой, надо было у вас спросить, да, как вы прочувствуете, какая это свеча, да, с каким она будет запахом идти. Но я уже проболталась. Ну, ладно, так бывает. Так, солнышки мои, еще приглашаю вас на мой канал, где у меня расклады на Таро, зеркальное Таро называется. Под видео тоже есть ссылочка, заходите, пожалуйста. И также можете обращаться за личными чистками и за личными раскладами. Тоже под видео есть мои номера телефона Viber, WhatsApp. Итак, мы приступаем. Мои хорошие, мои любимые. Что сегодня нам откроется? Давайте будем, что называется, посмотреть. Так. Прибывает кто-то, родовое дерево будет увеличиваться. Ну, новый человек в вашей семье появится. И семья, знаете, может показывать в принципе как родовое дерево, как это ваша семья, ваша ячейка общества, да, либо вот когда братья, сестры, большая семья, да. Так, вижу мужчину, которому очень нравится женщина. Но он как не решается подойти, не решается. Возможно, знаете, да, есть какая-то то ли разница в социальном каком-то уровне. Может быть, например, да, вы начальница, а он подчиненный. Либо, может быть, ну, кто, может быть, женщина старше. Так. Что-то что-то ему мешает. Так, это еще может быть, знаете, если он считает вас очень красивой, очень успешной, и ему кажется, да, он мнит, что он не дотягивает, может быть, до вас, что он вам не пара, что он, может быть, вам не может дать то, что вы заслуживаете, то, чего вы достойны, то, чего вы хотите, да, может, у него автомобиль там не такой крутой, как он считает, что вам бы подошел. Ну, я понимаю, что это все так, знаете, утрировано, но тем не менее. Почему я так вижу? Человек стоит у порога, причем с букетом в руках, а букет это у нас что? Признание, приглашение, первые шаги. Вот. И он как мнется, знаете, так, как не решается, как будто за спиной держит этот букет. Здесь так скажу вам. Кто-то, может быть, догадывается, женщины, кто-то из вас, кто смотрит, можете вы догадываться, кто этот мужчина. И тогда вам идет такой совет. Если он вам тоже симпатичен, да, дайте ему какое-то одобрение, какой-то знак, да, улыбнитесь, что-то приятное скажите. То есть как-то вот дайте ему немножко вот этой смелости. Вот. И обязательно, конечно, он осмелеет и проявится. Дело, что называется, пойдет. Вот. Ну, те, кто вы даже себе не представляете, кто это может быть, да, тут, конечно, только тогда нужно ожидать, пока он осмелеет сам. Вот. Ну, он сделает этот шаг, да, он сделает его. Такой мужчина к нам сегодня пришел, вы видите, на отливку. Так, дальше. Смотрите, кто-то стоит, как у края пропасти, и думает, сделать шаг туда или нет. Здесь у меня такое ощущение, что это вот, знаете, как пара, например, люди, ну, поссорились, допустим, и кто-то думает, так, вот сейчас вот скажу все, конец, там, не люблю тебя, да, ухожу навсегда или еще что-то. Понимает человек, что вот этот шаг, он может действительно, это пропасть, да, но и как очень большое желание сделать этот шаг, ну и есть все-таки разумный подход, как бы осознание, что, наверное, этого делать не надо. Смотрите, в последнюю секунду человек понимает, берет как бы свой разум себе в друзья, да, и не поступает так в порыве, а действительно как бы разумно подходит, и человек не идет в эту пропасть. Смотрите, это может быть об отношениях, но это может быть еще какие-то другие обстоятельства жизненные, да, когда, может быть, ну, кто-то приглашает, да, пойдем со мной, ну, а другой человек понимает, что это, ну, что-то либо, м, ну, некрасивое, не знаю, ну, не надо туда идти, да, какое-то есть чувство, что не надо, оно мне не надо, то есть кому-то это класс, а мне нет, мне такое не надо, да, и в итоге все-таки здесь человек удерживается от этого шага,
Вот, и говорит: "Нет, я так не сделаю". И здесь показано, что это действительно правильно, да. То есть ваш разум превозобладает, и вы не сделаете этот какой-то неправильный в вашем понимании шаг. Так, дальше. Мужчину вижу. Вы знаете, он таким выглядит, ну, воинственным каким-то, да. Это здесь, конечно, может быть показан человек, когда он, ну, не знаю, что-то себе тут надумал, да, вот идет, вот я ей сейчас скажу вот это. А может быть, просто действительно человек там занимается какими-то единоборствами, да. Может быть, вот такая фигура у него, вот так вот выглядит он, может быть, да. Ну, конечно, это еще показан человек у нас, который реально может быть при погонах. Так, я сейчас вижу его другую сторону личности, мне показывают. Я вижу, что вот эта вся внешняя, вот как он выглядит, да, и либо это форма там, либо, ну не знаю, его вот это там очень мощная там фигура, допустим, да, там, не знаю, бицепсы, трицепсы, вот, что он так выглядит, да. Я вижу здесь ту сторону, которая не показана людям. Внутри здесь очень мягкий человек. Мягкий, добросердечный, умеет дружить, умеет любить, ценит вот и дружбу, и любовь, и ну, как-то старается правильно жить. Понимаете, не нарушать какие-то серьезные такие законы, да, общепринятые. Здесь очень хороший показан человек. И может внешность вот эта транслировать немножко, будет он казаться одним, да, человеком, а когда узнаете его ближе, окажется, что совсем другой. Вот. Поэтому здесь, может быть, для кого-то это будет таким большим-большим открытием. Ну, к примеру, знакомитесь вы, да? Вот знакомитесь вы с таким мужчиной и открываете его для себя и удивляетесь. Вот. Так, кто-то тут с пирогами. Стоит женщина, встречает гостей и такое круглое, держит торт или пирог в руках, да, или хлеб это испечен. Смотрите, это может быть реально, вы будете так гостей встречать, да, на пороге. А может быть, как бы иносказательно, как это всегда в эзотерике часто, когда просто вот хлебосольная хозяйка, да, встречает гостей, что вот там на столе и выпечка, там и всякие салатики, и все это так с душой сделано, и гостям нравится, или гостю дорогому, да, вот так может быть. Может быть, вас так будет кто-то встречать. Вот. А может быть, вы будете накрывать такую поляну и встречать. И здесь будет, в любом случае, будет очень много таких каких-то такой похвалы, да, искренней, когда будут говорить: "Боже, там как все вкусно, ой, спасибо" и так дальше. Так, дорогие мои, я поняла, что мне не хватает этих свечей. Я их сейчас так аккуратненько пускай горят, и я возьму еще 2 свечечки. Хорошо? Вот, секундочку. Они такие маленькие, узенькие, да, вот, коротенькие, им быстро закончились. Ну, мы сейчас быстренько делаем еще одну скруточку и продолжим, что я понимаю, что еще на сегодня разговор наша информация, еще мы не все взяли. Так, дальше. Так, пусть горит. Так, кто-то очень красиво, вижу, ушел. Прямо так демонстративно человек хлопнул дверью, что-то швырнул, прямо, может быть, подарки, знаете, там, как вот делают иногда. Мне не надо больше там твое ничего, что ты мне там купил. Вот. А теперь человек сидит и плачет, и сожалеет. А гордость не позволяет позвонить или написать, объясниться. И получается такой тупик. Вот. И вокруг есть какие-то люди, которые как-то поддерживают, да, или подружки, может быть, или семья. Есть советы, как поступить, да, ну как так болезненно все, что не слушаются никакие ничьи советы. Вы знаете, слишком больно, какая-то болезненная ситуация произошла, вот. Но получилось все как-то театрально, хотя и от души, и поэтому не может человек сделать шаг. Допустим, так скажу вам. Вы знаете, что вас судьба еще сведет, прямо столкнет лоб в лоб. Это не конец однозначно. Можете не страдать так очень сильно, не переживать вот эту боль снова и снова, особенно еще себя вините.
Вот, у вас будет продолжение. Это показано, мне идет теплое время года. Вот. Будет у вас встреча и очень искренний разговор. И во время этого разговора вы поймете, что вот человек там, ну, допустим, не держит на вас никакого зла, соскучился по вам. Если человек виноват перед вами, то вы услышите от него какие-то очень важные слова, которые вас успокоят, да? То есть здесь однозначно идет продолжение. Ваша история еще не закончилась. Перестаньте рыдать. Вот, все впереди еще. У вас еще все впереди. Так, вот здесь показаны два человека, а между ними третий, который вмешался, пришел туда, в эту пару, с обманом. То есть это так может быть даже. Например, две подруги, и кто-то третий людей рассорил этих, потому что что-то соврал, да, что-то или насплетничал, может быть, такой момент. Это может быть, конечно, вмешательство в пару мужчина и женщина, но здесь идет обман, поэтому если сейчас такая ситуация возникла у вас в жизни, да, когда вот вы что-то узнали, вот вам что-то рассказали о человеке, которого вы любите, которому вы доверяете, перепроверьте, не рвите отношения, перепроверьте, потому что здесь как неправда идет, понимаете, кто-то прямо поставил цель вас рассорить, и все это можно, конечно, вам, ну, как бы аннулировать, да, все это вскроется вообще, вскроется в любом случае, вот, но вы можете это сделать прямо сейчас. Вы можете проверить, правду вам говорят или нет. А это все-таки важно. Так. Идет то ли выбор, то ли человек взвешивает, кто прав, кто виноват, или как поступить. Вот такое колебание идет, знаете, в какой-то ситуации кто-то колеблется, какой сделать выбор. О, все мне показано теперь четко. Знаете, вот когда мы делаем выбор, особенно между, ну, добром и злом, или хорошим поступком и не очень, вот, у нас на плече, образно говоря, сидят два ангела. Ну, к примеру, мы представим их в виде голубей, да, белый голубь и черный голубь. И каждый нашептывает, да, сделай вот так нужно сделать, да. И здесь вот человек все-таки прислушается к белому ангелу. То есть человек говорит, я лучше поступлю правильно, да, чтобы себя потом не корить, чтобы, ну, совесть не мучила и так дальше. Здесь будет вот именно правильный выбор. А для тех, кто сейчас вы находитесь в этом моменте, в моменте выбора, да, вот вам подсказка, выбирайте белого ангела. То есть вы прямо подумайте, да, ну, когда я поступлю, это вообще правильно? Это я делаю как бы чистосердечно, да? Вот, и тогда это будет для вас вообще очень-очень, ну, положительно. Смотрите, здесь вот показан мужчина идет, мужчина-учитель. Что это может значить для нас? Ну, во-первых, это, например, большая разница в возрасте, когда мужчина взрослый, опытный, там уже, знаете, крепко стоит на ногах, и с молодой женщиной начинает роман, допустим, да, и он обучает, он и подсказывает, как правильно жить, помогает, да, возможно, продвигает, возможно, по карьере продвигает. Вот просто учитель, который он с любовью, он действует с любовью. В то же время он все время подсказывает что-то, подсказывает. Вот такой момент вижу. Этот человек зашел в вашу жизнь не просто так, и я вижу, что он захочет остаться, то есть стать мужчиной номер один. Для тех, у кого это про любовь, возможно, здесь даже у кого-то, например, роман с взрослым мужчиной, когда вы, ну, не думаете, что это будет серьезно, да, предложение серьезно от него поступит. Да, не завтра, потому что он взрослый, он понимает, что ну, хорошенечко надо, что ли, да, присмотреться друг к другу. Это такие решительные шаги серьезные, не делаются за 5 секунд, да, узнать друг друга лучше. Но от него последует вот именно очень серьезное такое предложение от этого мужчины попозже. Вот так бы я сказала. Вот. Женщина рядом с ним будет, ну, так себя чувствовать, как вот эти жемчужинки, да. Ее будут беречь, они будут заботиться. И все будет так, как хочется.
Вот. Сейчас вы можете быть даже просто друзьями пока что, да. И когда человек подсказывает, как правильно жить, в каком правильно, ну, в направлении двигаться. Кстати, это может быть вот учитель, может быть реально это показан здесь. Преподаватель ваш, да, если вы обучаетесь, учитесь где-то, так тоже может показывать. Вот. Вот стоит человек, смотрите, наклонился, и знаете, как родник, и он вот в пригоршни набирает воду из этого родника, чтобы испить. Родник — это очень чистые какие-то отношения, это искренность, да, это правда, это вот, можно сказать, даже самопожертвование какое-то. Здесь идет и, вот можно сказать, прямо рядом или над этим родником, вот смотрите, как свиток такой, как бумага. Помните, раньше были свитки, да, мы это читали с вами, учили, видели в фильмах. Вот, и там эта печать еще была из сургуча. Поэтому какие-то начинаются искренние отношения, которые будут, скажем так, ой, эти отношения будут, ну, как-то подписываться, да, и печать будет ставиться. Поняли? И здесь вот женщина, получается, как мужчину, ну, получит, что ли, через свою искренность, когда мужчина поймет, насколько она прекрасна и насколько она чиста, да, как родниковая вода. Вот здесь очень красиво идет любовь, и тоже будут потом подписаны бумаги, и вот эта вот печать из сургуча стоит. Поэтому у нас сегодня вот такие пришли люди на отливку. Интересная, правда же? Интересно. Так. И 4 свечи потратили мы на это, да? Ой, смотрите, сегодня совсем другие узлы. Замечаете, да? Совсем другие узлы. Здесь я вижу перевернутые грибницы, то, что мы запаяли. Поэтому это какие-то негативные воздействия именно на финансовые дела. Вот что мы сегодня перекрыли, поняли? Я запаяла воск, пожелание, чтобы человек там не зарабатывал, как бы жил бедно, и не только пожелания, но и действия направленные. Это все у нас запаяно и будет аннулировано, как я вам это всегда и говорю. Дорогие мои, пусть у вас все будет хорошо. Всех люблю и обнимаю. Любви вам до головокружения, мирного неба над головой, богатства, да, пусть будут денежки. Денежки — это свобода, гармонии, взаимопонимания и всех благ земных. И до новых встреч, хорошие мои. Пока-пока.